Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать особенно изысканный узор, который состоит из сочетания классических коз и воздушного ажура. Такой узор идеально подойдет для вязания жилета, топа, легкого джемпера или же даже палантина. Он очень простой в исполнении, а смотрится очень дорого, стильно и утонченно. Особенно эффектно этот узор выглядит в черном цвете, благородно и дорого. Если же вы будете вязать в монохроме, он подчеркнет достоинство вашей фигуры. А вот в цветном и ярком исполнении дарит свежесть, нежность и настроение. Поэтому сегодня я буду и показывать, и вязать вместе с вами только яркие и сочные цвета, так как хочу подарить вам хорошее и позитивное настроение. А сейчас давайте просто рассмотрим этот узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Он формирует легкую, красивую волну по низу изделия. Если же вы будете вязать его от горловины, он будет смотреться вот таким вот образом. Посмотрите, какая нежность и красота. Вот эту волну при помощи ВТО полностью скрыть будет сложновато, но если вы вяжете от горловины и не хотите волнистый край, волна такая очень легко убирается 4-6 рядами платочного узора или другой минималистичной стоечки или же планочки. Изнаночная сторона его выглядит вот таким образом. Для вязания этого рисунка подойдет любейшая гладкая пряжа, от достаточно толстой до тоненькой ниточки. Свой образец я вязала из хлопка 280 метров в 100 граммах на спицах номер 3,5. И вот так это все выглядит. Также подойдет здесь легкая пушистая пряжа. Можно даже более рыхлое вязание для пушистой пряжи использовать. Можно пробовать еще такой узор вязать с легкой фантазийной пряжи. Вот когда там такие малюсенькие, как узелочки. Потому что если будет фантазия очень раскрытая, развернутая такая, то рисунок может просто потеряться. Но все это нужно пробовать. А сейчас давайте начнем вязать. И начнем мы с того, что рассмотрим схему этого узора. Раппорт данного узора составляет 15 петель в ширину и 36 рядов в высоту. Здесь используются самые простые приемы вязания, которые я покажу по ходу видео. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, так как здесь вообще нет никаких сложных элементов. И переходы здесь очень простые через разделительные изнаночные петли. Я набрала 19 петель, это 15 петель узора, в конце 2 петли симметрии и кромочные петли. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли, далее 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можно это выполнять, элемент провязывать протяжкой. Мне же больше нравится убавление сразу 3 петель. Для этого я переношу первые 2 петли на правую спицу. За работой подхватываю первую петлю, аккуратно все это снимаю. И вторая петля у меня перед работой. Я ее надеваю на левую спицу, таким образом я поменяла их местами, и вторая петля у меня будет верхняя, то есть при убавлении будет посерединке. И провязываю все 3 вместе. Вот так это все выглядит. Далее 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, 1 изнаночная петля и симметрично накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли,
3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я буду выполнять, как мне удобно. Вы можете вязать, как вам больше нравится и удобнее. Я закончила вязать раппорт узора. Далее я провязываю 2 изнаночные, это петли симметрии и кромочная петля. Четные ряды в этом узоре все провязываются по рисунку. При поворотном вязании накид провязывается изнаночной петлей, при вязании же по кругу лицевой соответственно. Второй ряд я провяжу вместе с вами, далее четные ряды я буду пропускать. Второй ряд. Кромочную переснимаю, 2 лицевые, далее идет у меня изнаночная. Это убавление, провязываю изнаночные петли, накид провязываю открытой изнаночной петлей, вот таким вот образом, чтобы получалась дырочка. Изнаночная, накид, открытая изнаночная, 1 лицевая петля, накид провязываю изнаночной, изнаночные петли провязываю изнаночными. И таким образом я вяжу до конца ряда. Аналогично выполняться будут все четные ряды. Третий ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора, который начинается с 2 изнаночных. Далее идет 3 вместе со второй центральной петлей. Я меняю первую и вторую петли местами, затем все эти 3 петли провязываю 1 лицевой. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 1 лицевая петля, накид, лицевая и 3 вместе со второй центральной петлей. Я также меняю первую и вторую петли местами и провязываю все 3 вместе. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными, это петли симметрии и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочную переснимаю, далее провязываю 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом я выполняю это убавление. Далее идет накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Нить у меня скользкая достаточно, поэтому иногда поймать петельку сложно. Вот я провязала раппорт узора 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной я заканчиваю ряд. Итак, я провязала первые 6 рядов этого узора. Далее эти веточки, они повторяются провязыванием с 1 по 6 ряд, которое мы только что провязали, еще 3 раза. То есть по итогу будет провязано 18 рядов. Я не вижу смысла провязывать одно и то же и терять ваше время, поэтому я повторения эти пропускаю. Далее я вяжу с 19 по 22 ряд основную часть лицевой гладью, но учитываю разделительные изнаночные петли. Как я это делаю? Кромочная, 2 изнаночные я провязываю изнаночной. Далее сами листочки я провязываю 6 лицевых петель. 3, 4, 5, 6. Дошла до разделительной изнаночной, ее провязываю изнаночной. А петли листочка провязываю лицевыми петлями. Дошла до разделительных петель, их провязываю изнаночными. И вот так мы провязываем 4 ряда с 19 по 22.
Я провязала 4 ряда лицевой гладью, условно лицевой гладью. Почему условно? Потому что разделительные и изнаночные я провязываю изнаночными. Итак, у нас провязано 22 ряда. То есть вот эта часть узора, ажурная часть, листочки эти, веточки у нас провязаны. Далее я буду выполнять жгуты. Я их, как всегда, буду делать без дополнительной спицы. Итак, 23 ряд, кромочную переснимаю, провязываю 2 изнаночные. Далее у меня будет жгут 3 на 3. Для этого нить я перебрасываю перед работой, перед спицей. За работой первые 3 петли переношу на правую спицу. Вот так это выглядит. Придерживаю пальцем ниточку, чтобы петли не получились стянутыми и жгут не был перетянут слишком. Поэтому просто чуть-чуть слегка натягиваю, придерживаю пальцем и провязываю 3 лицевые петли. Далее за работой я подхватываю левой спицей не провязанные петли. Вот они, 3 петли. Придерживаю все петли пальцами, чтобы они не распустились, и спускаю все 6 петель с правой спицы. Провязанные же петли я возвращаю на правую спицу, а на левой у меня остаются не провязанные петли. Вот таким образом у меня выполнено перекрещивание. Осталось только провязать петли, которые не были провязаны ранее. Все, жгут выполнен. Далее идет 1 изнаночная разделительная петля. И выполняю жгут теперь влево. Для этого у меня нить находится за работой. Я переснимаю первые 3 петли. Нить располагаю так, чтобы она была слегка натянута, и придерживаю ее пальцем. Затем провязываю 3 лицевые петли. И если нить у меня была вот за работой, значит я подхватывать буду непровязанные петли перед работой. Левой спицей подхватываю 3 непровязанные петли. Придерживаю это все пальцами, аккуратно спускаю все 6 петель и на правую спицу возвращаю провязанные петли. Вот так это выглядит. И получается перекрещивание влево. Теперь я просто провязываю 3 оставшиеся петли жгутом. Все, я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. За кадром я провязала 24 ряд. Далее мне нужно 8 рядов провязать лицевой гладью, учитывая разделительные изнаночные петли. И вновь повторить такой же самый жгут. Я еще раз покажу, что значит условно лицевая гладь в моем понимании. Кромочная. Вот изнаночные разделительные, я их оставляю и провязываю изнаночными. А вот лицевые петли всего узора провязываю лицевыми. Дохожу до одной изнаночной разделительной петли, ее провязываю также изнаночной. Далее пошли все петли лицевые, пока не дойду до следующих изнаночных разделительных петель. Вот они, 2 изнаночные разделительные, я их провязываю изнаночными. И таким образом провязать нужно 8 рядов с 25 по 32 ряд. В 33 ряду выполняются вновь точно таким же образом и в том же направлении жгуты. После чего провязывается еще один лицевой ряд условно разделительными петлями, и на этом заканчивается вязание раппорта узора в высоту.
Как я и говорила, узор очень простой, несмотря на то, что раппорт указан высокий, просто здесь используются повторяющиеся узоры, повторяющиеся элементы, и все. Так что запоминать здесь особо нечего. Вот такой маленький образец у меня сегодня, но сам узор достаточно большой я провязала и в высоту, и в ширину, чтобы вы могли его по достоинству оценить. Но вообще я предлагаю провязать его вам самим и посмотреть, как он выглядит вживую. Поверьте, вы обязательно захотите что-нибудь с ним себе связать. Всем легких петелек и до встречи на канале!